Привет! Открываем проект. Как помним, у нас есть блоки, а в блоках сцены. Открываем сцену, в которой будет идти повествование от третьего лица. Под таким повествованием я подразумеваю фразы, которые не относятся к какому-либо персонажу, а описывают ситуацию. Ну, я не знаю, например, он взял сковородку, или в воде блеснула чешуя рыбы. Эти фразы могут быть в сценарии, но приписывать их к персонажу было бы нелогично. Открываем нужную сцену, у меня это, как всегда, первая. Жмем на голубую кнопку в правом нижнем углу, вот на эту. Теперь кликаем на голубую кнопку, где нарисовано диалоговое окно. Вместо «Character» выбираем другое. В строчке чуть ниже ничего не указываем. Где сообщение пишем нужный текст. Пускай будет просто цифры 1, 2, 3. Ну и, соответственно, чтобы разделить текст по строчкам, просто жмем на клавиатуре кнопку, которая его переносит. В данном случае кликаем «Ввод». Ну вот, если по-русски так. 4, 5, 5, 6, да и достаточно. Листаю вниз, теперь выбираем вид диалогового окна. Стандартный или расширенный. Лучше использовать расширенный, потому что сразу визуально будет понятно, что идет повествование от третьего лица, а не продолжение диалога. Но в принципе можно даже стандартный вид диалогового окошка оставить. Потому что оно покажет весь текст, если его много. Для этого достаточно будет прокрутить пальцем вниз. Прямо по диалоговому окну. Сейчас покажу, как это будет выглядеть назад. Окей. Еще раз назад. Назад, если что, я нажму на эту кнопку. Назад. Назад. 3 точки. Play. Новая игра. Так, тут кнопки выбора. Ты в новом блоке. Так, у меня там ничего не показалось, потому что я забыла сохранить. Снова захожу в первую сцену. Нажимаю голубую кнопку в нижнем правом углу. Текст. И делаю все заново. Да, и это еще один важный момент, что все изменения нужно сохранять. 6. Расширенный... нет, я сначала хотела показать в стандартном виде. И после всего нужно нажать на эту кнопку. Обязательно, прям обязательно. Назад, назад, назад. Play. И вот, пошел текст. Я его просто листаю пальцем вниз, и он весь показывается. Но нужно учесть тот факт, что игрок не будет знать о том, что диалоговое окно можно вот так вот пальцем прокрутить. Ну, если заранее сказать, то будет знать, ну а так он может не догадаться. И в итоге он прочтет не весь текст. Поэтому, так, я тут выхожу из игры, захожу в проект, начало, первая сцена, жму на вот эти 3 точки, редактировать. И ставлю расширенный вид диалогового окна. Сохраняю. Назад, назад. Тестирую. Новая игра. Пусть будет 2. Все, пошел текст, и он весь виден. Ну и теперь осталось таким образом проставить везде, где нужно, повествование от третьего лица. Это можно сделать в любом блоке. Вкратце повторю, как это сделать. В середине вот повторю. Голубая кнопка. Еще раз голубая кнопка. Без персонажа, потому что здесь идет повествование от третьего лица. Во втором окошке сообщение. Сообщение, сообщение. Берем расширенный вариант диалогового окошка, если текста очень много. И обязательно сохраняем. Этот блок появился. Ну а на этом все.